Добро пожаловать, дорогие зрители. Питание – важная тема, и сегодня у меня есть специалист по этому вопросу, доктор Андреас Ноак. Мы уже слышали от тебя несколько лекций на сознательном телевидении. Сегодня мы наконец-то пригласили тебя в студию. Он химик, имеет докторскую степень по питанию и является членом правления движения за здоровье в Фельдкирхе. Фельдкирх в Австрии. Я надеюсь, теперь все сказал правильно. Тебе лучше всего еще раз кратко представить себе, откуда ты родом и почему питание для тебя сейчас является такой важной темой, раз ты говоришь, что это важно. Да, у меня там есть семья. Мой отец был первоклассным спортсменом, был чемпионом Германии по метанию диска, метавший, и он так неправильно питался, что умер в возрасте 41 года. Я потерял отца в возрасте 3 лет, а потом узнал, что мой отец верил в это. Масло делает его сильным, увеличивает скорость и мускулатуру. Это так. Но элитный спортсмен, помимо всего прочего, должен правильно питать свою иммунную систему, и, к сожалению, он сделал это совершенно неправильно. И меня больше всего волнует вопрос, как мне правильно питать свою иммунную систему, чтобы она была в полной силе, когда дело доходит до необходимости сопротивляться. Ну, недавно был в «Зеркале». У тебя, я думаю, тоже есть название «Зеркало», когда ты был моложе. Как это называется? «Опасные витамины». Витаминная ложь запустила его на рынок 4 недели назад. Значит, это на самом деле показывает, что это спорно. На самом деле очень много людей покупают пищевые добавки. Я все еще думаю, что в Америке это более распространено или что-то в этом роде. Или это происходит и у населения. Значительно распространено. В Америке рынок в 2 раза выше на душу населения. Точно. Но и у нас очень много желающих что-то там купить. Но сейчас это демонизируется и, как говорят, проходит испытание. Но там ты обнаружил кое-что, что интерпретируется не совсем правильно. На тему витаминов и минералов распространяется так много невежества, что это действительно печально. «Зеркало» более или менее изобразил витаминную ложь этой темой, говоря, что витамины – это просто деньги, которые зарабатывают, а они вообще ничего не делают. Наоборот, еще больше вредит. Точно, и он посвятил себя теме витамина Е, и о витамине Е так много положительных исследований. Витамин Е расширяет сосуды, в конечном итоге помогает нашей крови лучше циркулировать, помогает мембранам в клетке лучше усваивать важные питательные вещества. То есть витамин Е, который, как доказано, должен поддерживать рак простаты сразу, звучит довольно невероятно. А потом я посмотрел исследование, которое цитирует Шпигель, и мне потребовалось 30 секунд, чтобы определить, что пошло не так. И это звучит довольно невероятно. У тебя есть исследование на 35 тысяч. Люди провели его в 430 разных местах Америки, Канады, Пуэрто-Рико, и ты принял искусственный витамин, который на самом деле не является витамином, но содержит больше искусственных веществ, чем натуральных. И с самого начала было ясно, кто понимает всю философию витаминов. Витамины – это вещества, которые растения используют для нас. Продукты, которые мы производим не сами, а заводы. И растения производят только натуральные вещества. И в этом исследовании были обнаружены в основном неестественные вещества, которых вообще нет в растениях. Ткани, то есть произведенные искусственно, произведенные химическим путем, которого называют витамином Е. И это скрыто за странным названием. Ты используешь рацемический витамин Е. На самом деле никто вообще этого не понимает. То есть химически, в природе часто молекулы, которые там производятся, имеют инструментальный характер. И представьте, что вы правша, вы пытаетесь открыть бутылку вина обычным штопором, вытащить пробку. Тот же инструмент для левши не работает должным образом. А что касается этих витаминов, то они созданы либо для правшей, либо для левшей. А природа только и делает, что разводит руками.
То есть в молекулярном плане. Точно. И химик могут просто создать изображение и зеркальное отображение молекулы в обычных процессах. И мы знаем из скандала с Кантёрганом, что активный ингредиент был исследован как изображение, как оптический стереоизомер с точки зрения его эффективности. Но молекула пряжи оказалась эффективной, и в качестве зеркального отражения она вызвала маленькие рукава, короткие ножки и так далее. Это была катастрофа. И на этом фоне, если у тебя каким-то образом все еще есть эти знания, ты вообще не можешь притворяться, что это изображение, зеркальное отображение, изомеры и так далее. И так далее, 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 и так далее. То, что это называется натуральным витамином Е, с моей точки зрения, манипуляция словами. А меня просто очень удивляет, что здесь 35 тысяч. Люди в течение нескольких лет участвуют в исследовании, где, когда у тебя есть все знания, через полминуты ты действительно знаешь, все исследование прекращается. Потому что это не натуральные витамины. Результат определяется заранее. Ты сказал, что на самом деле это можно понять за полминуты или 30 секунд. Это тоже как-то связано с мышлением. И это тоже важная тема из твоих исследований, что ты говоришь. Так что питание, минералы и витамины также оказывают потрясающее влияние на наши способности думать вообще. И такую статью «Шпигель» прочитают многие люди, и большинство скажут: «О, витамины опасны», потому что они прочитали ее. Но не подумали о том, как ты, этот человек, пришли к такому выводу. Можешь ли ты подтвердить, что питание очень важно, в том числе и для нашей способности мыслить самостоятельно? Это долгая история. Но тот, кто понимает биохимические процессы в организме, все больше и больше понимает, что в организме действительно есть молекулы, витамины, минералы, которые формируют наше мышление. Это несколько философская дискуссия, но если мы зададим себе вопрос, почему мы на самом деле живы? Откуда эта бодрость? И хотя мы не изучаем это в университете, это не в школе, но есть известные ученые, которые все больше и больше приходят к этой идее. И это также действительно разумно с физической точки зрения, что мы обладаем элементарным интеллектом в атомарных структурах, в молекулярных структурах. И что этот элементарный интеллект, в своего рода принципе суперпозиции, делает наш мозг, наши клетки разумными. In einer Art Superpositionsprinzip unser Gehirn, unsere Zellen intelligent machen. И мы знаем это по болезни Альцгеймера. Есть подозрение, что болезнь Альцгеймера как-то связана с накоплением алюминия в мозге. Как ни странно, теперь ты понимаешь, что при болезни Альцгеймера особые органические соединения драгоценных металлов восстанавливают когнитивные функции. Мы знаем исследования, что золото в биодоступной форме повышает коэффициент интеллекта. И за этим стоит много алхимических знаний. И мы знаем, что с помощью специальных каталитически активных элементов, которые входят в состав пищи, человек сохраняет работу своего мозга. И те, кто питается так, что эти элементы больше не играют никакой роли в их рационе, с возрастом сильно деградируют. Мы узнали из твоих лекций, что, так сказать, основные вещества делают нас вкусными. То есть определенные вещества просто необходимы для питания. А ты говорил, что многие вещи, которые там необходимы, на самом деле несущественны, а вещи, которые вообще не упоминаются, на самом деле могут играть очень большую роль в здоровье. Это значит, что они вообще не упоминаются, если смотреть на вещества, которые содержатся где-то в пище. То есть у нас есть проблема анализа в науках о питании, в химии, в биохимии. И многие вещества, которые чрезвычайно важны, очень трудно уловить аналитически.
И диетологи, и экотрофологи хотят, чтобы вещества были зафиксированы аналитически. Они хотят сделать статистику, чтобы иметь возможность сказать сейчас, что это важно, что это не важно. И мы все больше и больше понимаем, что действительно важные вещества статистически неуловимы. То есть, если мы будем настаивать на этой догме, желание охватить все статистически, не используя косвенных доказательств, чтобы иметь возможность решать, какие вещества важны, а какие нет, тогда мы будем упорствовать в том, что мы хотим охватить все статистически, не прибегая к косвенным доказательствам. Чтобы иметь возможность решать, какие вещества важны, а какие не важны, мы в ситуации, которая не продвигает нас вперед. Я приведу пример лития. Литий считается в Америке донатным антивозрастным минералом для мозга. Нам в Америке рекомендуется употреблять около 10 мг лития в день. Но у нас в Германии в нашей обычной пище содержится только около 1 мг лития. Теперь нужно сказать, что в Америке есть исследование, которое показывает, что чем меньше лития в питьевой воде, тем выше уровень преступности, тем выше уровень самоубийств, тем выше уровень убийств, и чем больше лития в питьевой воде, тем выше уровень преступности, тем выше уровень изнасилований. И по этой причине литий также одобрен в Америке в качестве обычной пищевой добавки. В Европе литий получают только в случае серьезной психологической проблемы, когда ему ставят диагноз депрессия у мужчин. Тогда литий не получит те 10 мг, которые рекомендуются в Америке в разделе пищевых добавок, но тогда он получит 900 мг лития. И это многое говорит о том, что это, скорее всего, уже передозировка. Но теперь мы также знаем, что оказывает терапевтическое действие в высоких дозах. Это своего рода основной закон в области науки о питании. Получающий высокие дозы терапевтических средств должен получать профилактические средства в низких дозах. И все же у нас есть проблема здесь, в Германии, говорить о литии разумно, потому что условия исследования лития таковы, что его действительно нужно одобрить, признать необходимым. И если это считается необходимым, то его также можно дополнять, тогда его можно удобрять. Еще один элемент, в котором ситуация с изучением также более чем однозначна, это стронций. Стронций также накапливается в костях. Которому нужна кость, это стронций. Кальций может накапливаться в костях только по отношению к стронцию. Но сейчас это было бы вещество, при котором все сказали бы: о боже, тяжелые металлы, стронций, не дай нам Бог, чтобы в организме был стронций. Так что мы и так уже дезинформированы. Сядь. Есть. Прекрасный пример. Ты употребил слово «тяжелый металл». Уже звучит само по себе. Ты можешь посмотреть в Википедии, что такое тяжелый металл. И там есть 35 различных определений слова «тяжелый металл». То есть тот, кто использует слово «тяжелый металл», на самом деле не знает, что он имеет в виду, и он даже не знает, что другой понимает под этим. К сожалению, у нас в области науки о питании есть такая чушь, что никакое разумное обсуждение этого вопроса на самом деле невозможно. И по этой причине ряд американских врачей, диетологов придумали новое слово. Питание, который снова может разумно относиться к питанию, даже правильно говорить, придумал термин «нутрицептик». Нутрицептик — это прежде всего нейтральный по отношению к ценности термин, который говорит, что это вещество, получаемое из пищи, которое оказывает действие на организм. И если мы используем этот термин «нутрицептик», тогда мы можем начать включать эти вещества из нашей пищи в иерархию. И тогда мы приходим к выводу, что не вещества, которые особенно хорошо поддаются анализу, а вещества, которые просто занимают особенно высокое место в иерархии, которые просто обладают высокой биохимической функциональностью, что это важные, а не те, о которых все говорят. Да, они важны, потому что мы также можем легко их измерить. Особо важные вещи нелегко измерить. И это большое заблуждение в области науки о питании.
Хорошо, мы знаем из твоих лекций или даже догадываемся, что у нас сегодня многие вещи вообще отсутствуют в рационе, потому что это то, что из почв уже извлекает минералы. В значительной степени это связано с искусственным удобрением, это обширное поле. Но ты уже слышал это раньше. Как удивительно и как опасно это развитие, которое у нас есть, как мы питаемся и как мы ведем сельское хозяйство. Разве мы не совершим коллективное самоубийство, если продолжим в том же духе? То есть, естественным образом у нас в организме есть 70-80 различных минералов, элементов. Но из этих 70-80 элементов оплодотворяются только, я бы сказал, 15. То есть 80% природных типов элементов должны постепенно истощаться в нашей пище и, следовательно, в нашем организме. И многие из этих веществ должны быть классифицированы как очень важные, если верить исследованиям. И когда действительно важные вещества в нашей пище истощаются, тогда все функции организма у нас снижаются. Тогда мы больше не можем думать, тогда наши иммунные клетки больше не могут действовать так, как должны действовать. Тогда мы преждевременно стареем. Вы должны себе представить, мы все больше и больше понимаем. Мы состоим из целого космоса клеток. Мы состоим примерно из 70 триллионов клеток. Это 10 тысяч. В разы больше клеток, чем на Земле. Мы своего рода правительство планеты-гиганта. И каждая клетка обладает определенным интеллектом. И мы должны поддерживать эти клетки в хорошем настроении, если хотим чего-то достичь. Мы понимаем, что в течение года из этих 70 триллионов клеток мы заменяем около 90%. Мы являемся своего рода живым зданием, которое, будучи живым, постоянно обновляется. И тогда ты можешь представить, что для того, чтобы ты мог разумно отремонтировать себя, ты должен постоянно питаться строительными материалами для этого ремонта. И если этих строительных материалов не хватает, то ремонт становится просто неправильным. Тогда должны быть установлены аварийные точки, а затем происходят катастрофы, которые называются болезнями и так далее. И все научные исследования на самом деле уже довольно далеко. Но есть странные бюрократические процессы, которые не позволяют определенным веществам, которые по вполне объективным научным стандартам должны были бы считаться важными, по-прежнему считаться неважными. Я назвал это стронцием, я назвал литием. Там еще есть ванадий. Очень многое указывает на то, что золото выполняет очень важную функцию. Я еще раз говорю платина. Мы знаем, что платина является средством лечения рака. Химиотерапия – это платина. Это органически доступная платина. Опять же, мы знаем, что то, что оказывает терапевтическое действие при высоких дозах, на самом деле должно оказывать профилактическое действие при низких дозах. Вы можете себе представить. На самом деле, в Америке коллоидная платина используется для стабилизации иммунной системы. В Америке используется коллоидное серебро, используется коллоидное золото, используется коллоидный родий и иридий. Все драгоценные металлы используются в коллоидной форме, и многое говорит о том, что природа делает именно это. Что именно природные растения в своих клетках, если они могут расти в разумной почве, в разумной высокой почве, то они включают все эти металлы в свои клетки в коллоидной форме. И тогда мы, естественно, уже получаем их. Всегда поступали к нам в коллоидной форме. Ты можешь просто уточнить термин коллоидиальный, потому что я тоже это знаю. Это тоже richtig zu wissen, was es bedeutet. Also, dass man nicht so ein Stück Gold oder Platin jetzt irgendwo abraspelt oder auch Eisen und das in die Nahrung tut, das kann man sich vorstellen. Was ist kolloidal jetzt wirklich? Dass es bioverfügbar ist oder was bedeutet? Kolloidal heißt, es sind sehr, sehr kleine Teilchen. Teilchen, die in einer Flüssigkeit in Schwebe gehalten werden. Also einerseits ist es die Kleinheit des Teilchens, andererseits ist es eine elektrische Oberflächenladung. Diese Teilchen sind geladen und über diese Ladung halten sie sich gegenseitig auf Abstand
und hindern sich davon, zu Boden zu sinken. Ganz wichtig, Pflanzenzellen, wenn sie lebendig noch sind, wenn sie noch nicht abgestorben sind, haben um sich herum eine Oberflächenladung. Und diese Oberflächenladung steht im Zusammenhang mit der Ladung der Kolloide, die quasi in diesem Zellbauch einer Pflanze eingebunden sind. Und wenn die Zellmembran der Pflanze, wenn wir sie pressen, wenn wir sie zerkauen, wenn sie gebrochen wird, dann werden diese Kolloide in kolloidaler Form frei. Wir führen sie unserem Magen-Darm-Trakt typischerweise als kleines Teilchen, kleines geladenes Teilchen zu. Jetzt wissen wir, dass unsere Darmzellen, die diese Kolloide passieren lassen müssen, wiederum auch lebendig sind. Sie haben ein elektrisches Feld und es ist das naheliegendste der Welt, dass das elektrische Feld eines Kolloidenteilchens mit dem elektrischen Feld einer Darmzelle interagiert. Und die Darmzelle hat naturgemäß schon immer nur elektrisch geladen, also lebendige, in Anführungsstrichen, Kolloide durchgelassen und nicht geladene Teilchen, Bröckchen einfach außen vor gelassen. Und in dem ganzen wissenschaftlichen Bereich befasst man sich im Moment noch überhaupt nicht mit der И все исследования, которые проводятся и проводятся по этому поводу, поэтому они не соответствуют очень важным функциональным параметрам этих веществ. Только что сказали, что в Америке можно получить это колониальное серебро, золото, то, что было платиной. Кое-что можно получить. У нас это звучит как очень альтернативная область. Но на самом деле обычный гражданин. Они не имеют права здесь, в Европе. Да, так сказать, должен найти кого-то, узнать кого-то, кто знает кого-то, кто каким-то образом может это сделать. Да, это было бы незаконно. Но на самом деле нужно создать знание, осознание того, что здесь при обсуждении того, какие вещества важны, какие необходимы, что мы здесь продвигаемся быстрее. Пример селена. Так что многие знают, что селен важен. Селен поддерживает иммунную систему. Селен дают каждому больному раком с иммунодефицитом в дополнение к другим лекарствам. И сейчас это так, 19 сотен. В начале 60-х годов ситуация с исследованием была однозначной, что селен действительно должен быть включен в список необходимых лекарств. Почти 30 лет мы ссорились. В конце 80-х годов селен был включен в список необходимых веществ. И тогда его разрешили добавлять. Его разрешили удобрять. До этого он был прописан как высокотоксичный. Мы знаем в области предстательной железы, что селен увеличивает вероятность выживания пациентов с простатой на 20%. У нас в Германии их около 400 тысяч. Смертность от рака в год. И действительно, те, кто включил селен в список запрещенных, как лучше знать, должны признать, что здесь они составляют значительный процент. Это 400 тысяч. Ежегодно умирающие в Германии в течение 30 лет, когда они вносят селен в список запрещенных. Есть. Германия, и у нас особая проблема, что у нас есть почвы с дефицитом селена. В Америке такой проблемы нет. Германия особенно пострадала от запрета на использование селена. Вполне вероятно, что сотни тысяч людей погибли из-за этого запрета на использование селена. Резкое заявление, но это безусловно можно доказать, если ты скажешь это так ясно, что именно селен, если его дополнить, действительно просто улучшит или улучшит здоровье. Более низкий уровень смертности от рака. Есть ли там учеба, верно? Как я уже сказал, по поводу рака предстательной железы есть четкое исследование, там 20%. Есть исследование, американское исследование, там исследуют больных раком кожи,
кожи, и у пациентов с раком кожи уровень заболеваемости раком снижается на 50%. То есть смертность снижается на 50%, когда они получают селен. Я хочу сказать, что цифры, которые я только что сказал, измеряются консервативно. Так что можно с уверенностью сказать, что ты только что сделал очень резкое заявление и что. На основе исследований, которые я знаю. Я не делаю здесь никаких заявлений, но есть исследования рака простаты, есть очень четкое исследование основных больных раком, что их шанс на выживание или вероятность заболеть раком и умереть снижается на 50%, если вы получаете селен. Ясное дело. Теперь есть много других болезней. Мы, конечно, не можем охватить все. Мы уже говорили об этом в самом начале. Я вспоминаю болезнь Альцгеймера. Если бы ты снова и снова принимал нашу болезнь Альцгеймера, то, похоже, проблема в том, что происходит. И слабоумие, старческое слабоумие, это тоже, я думаю, вопрос добавок или того, что мы принимаем или не принимаем в рационе. Исследования показывают, что химиотерапия помогает при болезни Альцгеймера. Это немного странно. Вот почему ты задаешься вопросом. Почему? Что там на самом деле происходит? Дело в том, что во время химиотерапии ему вводят биодоступную платину. И мы знаем, что при вскрытии умерших от рака, получивших химиотерапию, платина накапливается в мозге. И мы также знаем, что платина сразу становится полезной при болезни Альцгеймера, когда у клеток мозга возникают проблемы. Это создает условия для учебы. Те, кто занимается этим, все чаще приходят к мысли, что наши клетки мозга могут функционировать с помощью определенных структур из драгоценных металлов. Быть смещенным, чтобы вообще иметь возможность думать. То есть, если эти структуры, как и структуры из драгоценных металлов в мозге, обеднеют, тогда, возможно, у нас возникнет проблема «получите». Теперь ты должен сказать одно: если ты проанализируешь мозг, ты найдешь относительно мало драгоценных металлов. Но мы знаем, что структура клеток всегда имеет пирамидальную структуру, что вещества, которые особенно важны, обычно присутствуют в низких концентрациях, в небольших количествах. И это мышление, которое просто необходимо принять в этой области науки о питании, это понимание этих иерархий эффектов. Например, молекула платины, ион платины, фермент платины, комплекс платины в миллион, в миллиард раз активнее в биохимическом отношении, чем атом ртути, или в 1000 раз активнее, чем атом железа. Даже если эти вещества содержатся в гораздо меньшем количестве, чем железо и так далее, все равно может быть, что их биологическая эффективность делает их более функциональными и, следовательно, ставит их в шкале приоритетов выше известных незаменимых элементов. Однозначно. Ну, есть. Позволь мне затронуть и другие области. У нас есть болезни. Паразиты — это тема, о которой мы также знаем много людей. В нас гораздо больше, чем мы должны были бы иметь. Это тоже имеет значение, что они питаются тем, как нас кормят, и размножаются, или, что еще хуже, с ними можно бороться. Так что самый большой враг паразитов — это наши иммунные клетки. Наши иммунные клетки нужно рассматривать как маленькие подводные лодки, которые очищают наши кровеносные сосуды, нашу соединительную ткань, и таким образом снова оптимизируют эти кровеносные сосуды для транспортировки кислорода. Многие паразиты не любят кислород. Многие паразиты также подвергаются непосредственному воздействию этих мощных иммунных клеток. И наши иммунные клетки производят молекулярное оружие практически на их уровне, или у них есть молекулярная оружейная мастерская.
такая. И эти оружейные мастерские, эти инструменты, которые там используются, это часто бывает. Это, как правило, всегда ферменты. Я не хочу сейчас углубляться в эту биохимию, но ферменты обычно контролируются драгоценными металлами. И это целый каскад биохимических реакций, которые запускаются или не запускаются, когда нам не хватает этих драгоценных металлов, этих иммунных минералов. И у нас есть, я бы сказал, своего рода скованная иммунная система, когда она не получает разумного питания. И согласно исследованию, проведенному в Германии, около трети всех людей имеют вирус микроорганизма. Паразит. Паразит, который называется, например, токсоплазмоз ганди. У тебя же токсоплазмоз ганди. Каждый третий в Германии. И мы знаем, что токсоплазмоз ганди, когда крысы заражаются им, ввергает этих крыс в состояние самоубийства. Так что это паразит, который может захватить своего хозяина. Который заражается токсоплазмозом ганди, начинает любить кошачью еду. То есть они идут в места, где обычно проходят кошки, а затем попадают в кошачий кишечник вместе со своими паразитами. А теперь почему паразит это делает? И как ему удается заставить такое разумное живое существо, как крыса, покончить с собой? И исследователи, которые занимаются этим, приходят к мысли, что, возможно, на поведение человека влияют паразиты. И в этой области, когда ты думаешь об этой области, ты чувствуешь себя немного погруженным в научную фантастику. Немного секретных материалов, да. Но независимо от того, так это сейчас или нет, есть веские причины для того, чтобы сделать его иммунную систему такой сильной. Так что это очень хорошо защищает человека от паразитических воздействий. И есть пища для всех и вся, которым большинство людей уже пренебрегают. А то, что мы покупаем в продуктовом магазине, потому что это удобно, нам всем нравится быть удобными, безусловно, не оптимально. Что теперь может делать обычный зритель, не занимаясь весь день только тем, где он может получить лучшее питание? Что бы ты порекомендовал? Просто добавку? Ну и все такое. Мы ведь назвали несколько вещей. Литий — то, что было литием, а не литием, и так далее. Чтобы получить это, ведь есть добавки, верно? Так что теперь есть кое-что, что должно быть в твоем теле, и кое-что, чего не должно быть в твоем теле. И каждый раз, когда мы едим рафинированные продукты, будь то белая мука, будь то сахар, в них, конечно, очень мало минералов. И они вызывают такие своего рода дефицит полезных ископаемых в долгосрочной перспективе. Так что, на мой взгляд, есть несколько некачественных продуктов. Это сахар. Многие сейчас не хотят об этом слышать, но мука — это скорее один, на мой взгляд, некачественный продукт, который, возможно, в конечном итоге питает паразитов, которых мы даже не хотим иметь в организме, только ненадолго. Является ли питательное вещество, пища высококачественной или некачественной, выполняет две функции. Вы должны посмотреть, мы все потребляем слишком много фосфора. Процент фосфора в нашей пище в 2 раза выше, чем должен быть. И когда фосфор в нашем организме превращается, вдыхается, метаболизируется, образуется фосфорная кислота. И эта фосфорная кислота отвечает за избыточную кислотность в нашем организме. Почти все зерновые продукты имеют плохое соотношение фосфора к кальцию, магния к калию. И
И эти 4 количества минералов определяют, является ли он щелочным, если он содержит в основном 3 минерала, которые я назвал последними, или фосфор. И все злаки содержат в полном объеме именно фосфор. Почти все виды злаков, особенно пшеница. И по этой причине я лично больше не ем пшеницу. И я понимаю, что это просто дает мне больше энергии. И вместо этого, что я знаю, много салатов или чего-то в этом роде. Но если я думаю, что в почве уже нет того, что нам действительно нужно, тогда, конечно, не будет никакой пользы, если я добавлю теперь в продуктовом магазине мне тогда салат. Или что бы вы порекомендовали сейчас, как я уже сказал для простого зрителя, как это немного оптимизировать и каков был бы самый жесткий вариант оптимизации. Так что у меня немного связаны руки. Что я могу здесь сказать? По этой причине я могу только посоветовать каждому самому стать специалистом по питанию. Он должен заниматься питанием. Питание так невероятно важно. Мы биохимические, биофизические существа. Мы должны понять свое ядро, чтобы поддерживать себя энергичными, жизненно важными. Теперь у нас есть проблема в школе. Большинство из них как-то связано с физикой, химией. Это так скучно, и это тоже так сложно. Они даже слышать об этом не хотят. Но тот, кто занимается этим, все чаще приходит к выводу, что в школе химию, физику преподают как-то скучно. С молодой девушкой, которую я должен теперь просто взять под руку в химии. Мы вместе изучали химию, и я сказал, что эта реакция идет так-то и так-то по сравнению с другой. Так что нет такой химии, чтобы реакции основывались друг на друге. И я хотел объяснить реакцию базовой реакцией. И она говорит мне: нет, нет, не называйте эту реакцию базовой реакцией. Это произойдет только в следующем году, в следующем учебном году. Я сказал: подожди минутку, ты не сможешь понять эту реакцию, если не поймешь эту базовую реакцию. И если это произойдет в следующем году, то меня это сначала не интересует. Но я объясню тебе эту базовую реакцию, а затем другую. Мы спорили об этом. Я объяснил ей основную реакцию, а затем, я бы сказал, на минуту объяснил реакцию, которую она испытывает. О чем это было? И тогда она говорит: да, теперь это очень просто. Да, но очевидно, учебная программа предусматривает это таким образом, что вы не можете этого понять. Это одно, это меня очень удивляет. То есть тот, кто понимает химию, кто знает, что вы можете понять это только в том случае, если порядок правильный. И у меня сейчас такое впечатление, что в физике и химии порядок поменялся местами, что люди на самом деле больше не могут этому учиться, которому еще что-то вдалбливают в мозги насчет заметок, но понять правильно уже не получается. Я представляю, как кто-то собирает машину и первым делом берет в руки стекла и пытается каким-то образом закрепить стекла с помощью вспомогательных конструкций, чтобы в следующий момент установить туда кузов. Сейчас это делается в школе. Люди думают, что у них нет таланта к химии и физике, потому что они этого не понимают. И я говорю, что они не могут этого понять. И поскольку они были негативно обусловлены в прошлом, они думают: нет, я больше не хочу об этом слышать, и отойди от этого. Так что, когда я слышу это таким образом, это звучит почти как теория заговора или какое-то намерение, стоящее за этим. Мы также знаем из Кодекса Алиментариуса, что есть план и очень много вещей, которые влияют на наше здоровье. Я просто говорю, так что убирать то, что было бы хорошо для нас. И вместо этого кормить нас вещами, которые не обязательно полезны для нас. На самом деле за этим стоит план, который, как бы ты его ни называл, не обязательно полезен для нас. Я думаю, мы не хотим сейчас вдаваться в подробности, потому что, конечно, он ведет очень далеко и, возможно, отчасти может привести к опасным заявлениям. Но то, что ты только что сказал, каждый должен по-настоящему внимательно относиться к тому, что он ест. Значит,
значит, тоже должен это понимать. И ты не можешь объяснить это за полчаса или 3/4 часа, даже в рамках этой передачи прямо сейчас, так, чтобы это вызвало у всех такой ажиотаж. Что он говорит, что я сейчас питаюсь? Например, это зеркальная история с витаминной ложью. Если вы посмотрите на исследования, это настолько очевидно, что эти исследования никогда бы не сработали. А там 35 тысяч. Ребята делают это в течение нескольких лет. Это исследование проводится в 430 местах. Убедись, что там было задействовано не менее 430 врачей. Во всяком случае, многие десятки. И все эти врачи занимаются этим. Врачи изучают биохимию питания в своей области диетологии. Они очень мало в этом разбираются. И, возможно, это потому, что у нас есть такая экспертиза. Это означает, что целые области больше не объединены целостно. То есть физик, химик и биолог, по сути, больше не понимают друг друга, потому что у них очень узкие точки зрения. Но многие люди считают, что им нужно спросить своего врача, какой витамин, какой минерал им разрешено принимать. Но вопрос в том, чтобы спросить правильного. Дело в том, что сегодня в интернете можно найти относительно много того, что тебе действительно нужно. Суть в том, что ты должен быть относительно хорошо владеющим английским языком. Это означает, что на немецких сайтах ты почти ничего не понимаешь. На английских сайтах говорят гораздо более откровенно, и те, кто действительно интересуется, при каком заболевании какие добавки подходят, должны каким-то образом изучить слово соответствующего заболевания на английском языке, используя различные минералы, от которых, по вашему мнению, они могли бы просто помочь по тем или иным показаниям. Mit verschiedenen Mineralien, von denen man glaubt, dass sie bei dieser oder jener Indikation. И тебе просто нужно поумнеть в интернете. Кроме того, я советую людям посещать лекции людей, которые разбираются в области питания, здравоохранения, и становиться все умнее и умнее. Потому что я говорю, что это фундаментальные знания. Это фундаментальное знание, которое у нас всегда было. У первобытных народов молодежь, детей сначала обучают так, чтобы они поняли, какое растение полезно для них, какие природные вещества полезны для них. И мы потеряли это чувство того, что нам хорошо. В английском языке есть такая поговорка: истинное здоровье чувствует себя намного лучше, чем любая еда, которую можно попробовать. То есть истинное здоровье чувствует себя намного лучше, чем любая еда. И у нас сегодня проблема, когда мы едим, мы сначала смотрим, какова она на вкус, а потом в следующий момент на втором плане. Как вы можете как-то сделать ее здоровой? Тогда у тебя есть еще одно место для алиби, если ты вообще этого хочешь. И тогда да, есть усилители вкуса. То есть то, что мы пробуем, отчасти уже не то, что есть. Нам пришлось бы это изменить. Нам пришлось бы снова приобрести знания, которые приносят нам пользу. А потом мы покупаем сырье, которое нам подходит, и во-вторых, мы думаем, как мы можем сделать то, что нам подходит, таким вкусным, чтобы оно было действительно вкусным. И тогда ты поймешь, что приготовление пищи, кухня сразу становится намного более креативными, что ты питаешься гораздо разнообразнее, и поэтому это знание питания, как полностью использовать свой потенциал тела. Свой умственный потенциал, я бы сказал, является одной из ключевых частей информации в нашем современном мире оставаться здоровым надолго.
Ты, слава богу, проводишь семинары и лекции на эти темы. Так что в этой передаче ты просто не можешь сделать это настолько подробно, чтобы этого было достаточно. Но ты проводишь эти дневные или дневные семинары, вот и все. Так что тебе уже нужно несколько часов для. Затем это движение за здоровье. Упражнение — это еще одна прекрасная тема. То есть движение — это то, о чем мы говорили в предварительном разговоре. Я не хочу сейчас об этом говорить, но мы говорили о том, что, конечно, движение тоже важно. В целом также, что метаболизм всех этих веществ, эти строительные работы, это обновление организма вообще тоже могут иметь место. Мы немного отстаем во времени. Так что ты можешь смотреть твои лекции, и я рекомендую это всем. Значит, это движение за здоровье, наверное, тоже есть на главной странице. Да, движение за здоровье. Движение за здоровье. Yes. Там мы также даем дополнительную информацию. Сегодня у нас в Германии и Европе, к сожалению, проблема в том, что мы просто ограничены в медицинской информации, которую мы можем предоставить. Так что любое заявление о том, что что-то полезно для здоровья, может быть почти опасным, верно? Да, я говорю, те, кто занимается этим, любят специальные продукты для здоровья. Я говорю, что мы работаем над суперпродуктами. С моей точки зрения, это называется суперпродуктом. Как вы можете вывести их на рынок? Я говорю, 75% работы — это юридические вопросы. Как дела? Как ты можешь это утверждать? Где граница? У нас есть такое узкое пространство, где мы можем действовать с точки зрения регулирования, И для меня это больше не имеет ничего общего со свободной рыночной экономикой, но во многом связано с этим, есть своего рода всеобъемлющий план. И в этом всеобъемлющем плане, когда вы производите здоровые продукты, которые действительно полезны населению, которые приносят пользу покупателям, которые действительно приносят пользу человечеству, вы представляете, что это такое? Это когда вы производите здоровые продукты, которые приносят пользу населению, которые приносят пользу покупателям, которые действительно приносят пользу человечеству. Все, что ты мог бы сделать, это сделать небольшой запас движений, чтобы что-то сделать доступным. И, к сожалению, это население, люди даже не подозревают, какой потенциал заложен в еде. И по этой причине они принимают какие-то, я бы сказал, обычные пищевые добавки, витаминные добавки. Но они даже не знают, какие проблемы существуют у производителей в какой-то области. Предлагать им эти продукты там, где у них действительно было бы большое преимущество. Так что очень-очень трудно сегодня здесь, в Германии, хотеть вывести на рынок хорошие товары для здоровья. И мы на самом деле зависим от того, чтобы люди лучше это понимали, а затем сами требовали, чтобы законодательная база здесь была установлена таким образом, чтобы компании, которые понимают, как это сделать, могли бы лучше понять это, а затем потребовать, чтобы законодательная база здесь была установлена таким образом, чтобы компании, которые понимают, как это сделать, могли здоровье работает, и вы также можете иметь под рукой соответствующие продукты для здоровья. И сегодня у этих компаний здесь, в Германии, очень мало возможностей для маневра. Большие заинтересованные стороны, которые, по-видимому, не заинтересованы в том, чтобы мы жили здоровой жизнью, возможно, можно было бы назвать окончательной оценкой, что печально. И поэтому важно, чтобы мы осознавали это. Ты неустанно делаешь это своей работой. За это я благодарю тебя за то, что ты дал нам краткую информацию. Я думаю, дорогие зрители, вы поняли, насколько это важно, как много от этого зависит. И что в нашей сегодняшней ситуации с питанием мы пренебрегаем многим, и что когда-нибудь нам будет очень горько мстить. Может быть тогда, когда будет уже слишком поздно, и мы уже не сможем больше рвать. Вот почему ты имеешь дело. Befassen Sie sich damit, gehen Sie auf die Seite gesundheitsbewegung.eu und Seminare von dir sind sehr zu empfehlen. Wie gesagt, wir haben auch ein paar Vorträge noch bei Bewusst TV drin, wo auch einiges noch mal ein bisschen besser ausgeführt wird. Aber also mittlerweile ist es fast ein Zweitagesseminar. Es wird immer mehr. Diese Informationen, wie Gesundheit funktioniert, haben wir mittlerweile auch didaktisch so optimiert. Selbst ein Zweitagesseminar. Все равно гости говорят, что он слишком короткий. Die Gäste, das ist einfach
Они на самом деле хотят услышать еще больше. Это как-то непривычно, да. И они понимают, что эта информация действительно приносит им пользу. То есть люди, которые приходят ко мне на семинар в 3-4 раз, и все же понимают, что они все еще могут узнать больше. И когда они применяют это, они просто замечают, как это приносит пользу их телу, их разуму. Так что есть не только необходимые вещества, но и необходимые знания, которые действительно могут быть жизненно важны для нас или для нашего благополучия и здоровья. За это я благодарю тебя, Андреас Ноак, за то, что ты дал нам немного понимания. Большое спасибо и продолжай работать. С удовольствием, спасибо.